能过来。Хуэйхао ступил одной ногой в божественный мир. Почему император духовных зверей Дитянь помешал Хуэйхао достичь божественности? Хуэйхао слышит внутри себя далекий зов, словно сам мир богов обращается к нему. На мгновение он стоит на грани двух миров, смертного и божественного, и почти касается сердцевины высших тайн, но внезапно темная сила обрывает эту связь. Этот момент – ключевой поворот, намекающий на заговор космического масштаба, в котором Хуэйхао пока лишь пешка, а тот, кто вмешался – Дитянь, загадочный владыка Великого Звездного Леса. За его действиями скрывается древнейшая тайна всего рода духовных зверей. Как все началось? Катастрофа слияний. Чтобы понять происходящее, нужно вернуться чуть назад. Ранее Хуэйхао и его товарищи, знаменитая семерка монстров Шрека, вошли в башню духа, чтобы помочь друзьям слиться с их духовными духами, особой формой живой энергии, которая определяет силу в этом мире. Сначала все шло гладко. Сюй Санши получает не только кольцо, но и духовную кость, огромный прирост силы. Но неожиданно во время слияния дух черепащего щита выделяет редчайшее сокровище – кристалл истока жизни. Когда этот кристалл вступает в резонанс с артефактом Хуэйхао, золотом жизни, вспыхивает мощный взрыв, открывающий краткий портал в Божественное Царство. Это был момент, когда Хуэйхао впервые соприкоснулся с подлинным зовом богов. Но как только он собирается переступить грань, вмешивается Дитянь, заранее предвидевший последствия. Он использует артефакт, который когда-то сам подарил Хуэйхао, обратную чешую черного дракона. На первый взгляд, это защитный талисман, содержащий часть сущности Дитянь. Критический момент. Она спасает Хуэйхао, оберегая его мощью истинного драконьего императора. Однако у этой чешуи есть и вторая, скрытая сторона. Она не только защищает, но и запечатывает связь с Божественным Царством. В миг, когда чешуя активируется, золотое сияние божественных символов меркнет, показывая правду. Дар Дитяня – это не просто защита, но и цепь, отрезающая путь к богам. Дитянь утверждает, что делает это ради безопасности Хуэйхао. Но в мире боевого континента грань между защитой и предательством тоньше, чем кажется. Почему Дитянь прервал вознесение Хуэйхао? Существует несколько причин. Причина первая – судьба духовных зверей. Главная цель Дитяня – сохранить Великий Звездный Лес и сам род духовных зверей. Энергия судьбы, питающая лес – это не просто духовная сила, а источник их существования. Если бы Хуэйхао стал богом, Божественное Царство могло бы забрать эту энергию, обрекши духовных зверей на вымирание. Причина вторая – недоверие к Божественному Царству. Дитянь помнит, что даже самые сильные духовные звери там всегда считались существами низшего порядка. Он опасается, что Хуэйхао, став богом, окажется лишь пешкой в игре высших сил, и потому он решает защитить его от ложного возвышения. Причина третья – угроза Золотого Драконьего Короля. Дитянь, возможно, предвидел грядущую катастрофу. Снятие печати Золотого Короля Дракона способно разрушить весь баланс континента, и в этот момент миру нужен будет Хуэйхао, не как бог, а как человек, присутствующий здесь и сейчас. Итак, чешуя черного дракона, благословение или проклятие. Этот артефакт спасает Хуэйхао множество раз, но также становится оковами, скрывающими его от богов. Она и дар, и проклятие одновременно. Дитянь поставил все на риск. Если Хуэйхао останется с ним, он может спасти духовных зверей. Если же станет частью мира богов, звери потеряют все, как считает Дитянь. Кто же звал Хуэйхао в Божественное Царство? Среди фанатов есть три основные версии. Первая – это был бог эмоций, чья сила связана с человеческими чувствами и эмоциями, что напрямую откликается на духовное ядро Хуэйхао. Вторая – морской бог Тансан, главный герой первой части, отец Танутун. Он мог желать проверить избранника своей дочери. И третья – сама воля Божественного Царства, отзывающаяся на стремительное возвышение смертного. После вмешательства Дитяня Хуэйхао не отступил. Наоборот, он поклялся, что через 30 лет превзойдет его, какой бы бездной ни была разница в силе. Эта клятва символизирует путь гения к легенде, цикл духовного взросления. Это не просто гордость, это протест против мира, где выживает только сила, а идеалы жертвуют ради выгоды. Хуэйхао решает стать тем, кто докажет, люди и духи могут жить в гармонии. Танутун также ощущает божественные резонансы, не хуже Хуэйхао,
что объясняется ее скрытым происхождением. Она дочь Тансана и Сяву, принцесса Божественного Царства. А духи Хуэйхао, Ледяной Шелкопряд, Снежная Императрица, Ледяная Императрица и другие восстают против решения Дитянь. Они уже не просто источники силы, а союзники собственной воли. Их протест символизирует раскол между старым и новым миром духовных зверей. Прерванный зов богов оставляет неизгладимый след для Хуэйхао. Хуэйхао теперь движим новой целью. Его судьба переплетается с судьбой двух рас. Это расширяет границы боевого континента 2, поднимая историю от одного материка до уровня многомерной вселенной. Впереди Хуэйхао ждут новые сражения. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, какие еще темы брать для видеороликов. Думаю, видео будет больше, так как уже есть помощники. Ставьте лайк и всем пока.